Привет, друзья! Это я, Нейра. У меня для вас две новости. Первая — это, как вы видите, новая прическа и новый костюм. А вторая — это то, что я сегодня буду рассказывать о том, как шутят в кино. Поясню. Это шутки, рожденные прямо на съемочной площадке, шалости в сценарии, проказы монтажа, режиссерские отсылки, или, как их называют, пасхалки, к другим фильмам, событиям и фактам. А начну я с шутки, которую придумала актриса. У Мирей Дарк в фильме «Высокий блондин в черном ботинке» было всего 8 дней съемок. И она задумалась о том, чем можно запомниться зрителям. Ее друг, модельер Ги Ларош, придумал ей наряд, в котором она, никого не предупредив, пришла на съемочную площадку. Когда она повернулась спиной, вся группа ошарашенно замерла. Но потом режиссер Ив Робер, почесав в затылке, сказал: «Я не рассматривал твою героиню под таким углом, но мне эта идея нравится». Последним, кто увидел оборотную сторону этого платья, был Пьер Ришар. Артисты ни о чем не предупредили и скомандовали: «Lumière, caméra, action». Venez. Bonsoir. Bonsoir. К сожалению, крупный план первой реакции Ришара в финальный монтаж не вошел, только этот средний план. После этой сцены забыть актрису было просто невозможно. А само платье было признано национальным достоянием и сейчас хранится в Лувре, в Музее декоративного искусства. Реплику этого платья, но синего цвета, Ги Ларош сделал для американской киноактрисы Хилари Суэнк. В нем она получала своего второго Оскара в 2005 году. На конкурсе «Мисс Франция» в 2013 году в подобных платьях вышли все конкурсантки. Я тоже не удержалась, примерила платье в клипе на свою песню. Не рождена для жизни, но существую, живу. Но самую лучшую реплику этого знаменитого наряда показали уральские пельмени в КВН. Есть такое французское выражение «клер де люн», по-русски «лунный свет». Аналогичное прозвание французы дали этому легендарному платью. Только заменили люн, луну, на фес, ягодицы. И этот клер де фес уже много лет озаряет нас своим незабываемым сиянием. Кто обычно шутит в кино? Конечно, режиссеры, актеры, что-то неожиданно для всех импровизируя. Но пошутить может и такой обычно никому неизвестный человек, как саунд-дизайнер. Саунд-дизайнер, он же звукооформитель, это тот, кто озвучивает всякие необходимые для фильма звуки. Шуршание, скрипы и удары, шаги, плеск воды, крики птиц и многое другое. В фильме «Парк юрского периода» звукорежиссеру Гэри Райтстрому надо было озвучить то, что он никогда не слышал – крики динозавров. Я спросил ученых, как вы думаете, как звучали динозавры, и все ученые ответили: «Не знаю». И тогда Гэри решил озвучить динозавров звуками современных животных, обработав их. Стоны умирающего трицератопса – это мычание коров. Убегающее от тираннозавра стадо големимов издает звуки взволнованной кобылы, к которой подходит жеребец. А сам тираннозавр рычит голосом питомца Райтстрома, крошечного терьера. А потом издает рев слоненка. Но самая неожиданная озвучка у велоцирапторов. Вот как они угрожающе кричат в фильме.
Так вот, Гэри Райдстром утверждает, что это звуки спаривающихся черепашек. Честно говоря, я не очень поверила и решила хоть как-то проверить. На этом видео они – спаривающиеся черепашки. Если положить эти звуки на кадры парка юрского периода, будет не очень страшно. Но попробуем обработать звук хотя бы примерно так, как это делал Гэри Райдстром. По-моему, вполне грозно. Кто-то скажет, а при чем здесь шутки в кино? Гэри Райдстром не шутил, а выполнял свою работу. А по-моему, идея озвучить динозавров черепашками, да еще и занятыми таким важным делом, могла озарить только шутливого и веселого человека. И за эту свою удачную шутку Райдстром получил заслуженного Оскара, даже 2. The Oscar goes to Gary Rydstrom and Richard Hims, Jurassic Park. Thank you very much. Первая часть моего рассказа о киношутках окончена. Но вторая не за горами. И в ней вы узнаете, пользовалась ли Лилу из «Пятого элемента» косметикой Шанель, в каких фильмах инопланетяне разговаривают на хатском языке, и сколько пар близнецов снималось в «Матрице». С вами была Виртуальная Нейра. До встречи!